Зимой реки и озера на большей части территории России замерзают. Отдельная маленькая полынья обычно не может прокормить и удержать водоплавающих птиц. Поэтому, как правило, утки и другие птицы, чья жизнь связана с водой, улетают на юг или на запад, где водоемы всю зиму будут доступны для кормежки и отдыха. Но в некоторых местах уток не смущают ни мороз, ни обильный снегопад. Они остаются зимовать, несмотря на все признаки грядущей зимы. Сегодня мы узнаем, почему утки не улетают в теплые края, как умудряются выживать другие околоводные птицы, несмотря на стужу, метель и ледостав. Попробуем разобраться в разнообразии пернатых, которых можно встретить зимой на открытой воде или у ручья. В разных городах, в том числе в Москве, теплые сточные воды не дают замерзнуть отдельным участкам рек и прудов даже в самые крепкие морозы. Кроме того, благодаря антропогенному воздействию, в том числе прямому загрязнению, растет и бурно развивается фито- и зоопланктон. Насыщение водоемов этими биогенными элементами экологи называют эвтрофикацией, от древнегреческого «эвтрофия», что означает «хорошее питание». Таким образом, как бы странно это ни звучало, но водоплавающим птицам, вроде кряквы и огря, гораздо проще прокормиться в мутных водах столицы, чем в чистом горном озере. Утки процеживают воду через клюв, как через сито, отфильтровывая мелких беспозвоночных. Кроме этого, водоплавающие птицы питаются водорослями, водной и прибрежной растительностью. Интересно, что хотя бурное развитие фито- и зоопланктона, а также бентоса обычно наблюдается в летний период, максимальное их содержание приходится нередко на конец лета и осень. Дело в том, что осенью происходит сезонное выравнивание температуры воды по всей глубине водоема, что приводит к перемешиванию и подъему питательных веществ, осевших на дне. Течение на мелководьях, осенние ветра и сопутствующие им волны дополнительно способствуют обогащению верхних водных слоев микроорганизмами. И это один из факторов, почему водоплавающие птицы остаются на открытой воде даже там, где не ведется регулярная подкормка. Хотя, несомненно, традиция кормить уток в городах играет важнейшее значение в сохранении жизни в холодный период года. И это ярко демонстрирует численность кряквы в Москве по данным зимних учетов с 1985 по 2022 годы. В начале 90-х, в годы продовольственного кризиса, в течение нескольких лет произошло двукратное снижение численности кряквы, зимующей на внутренних водоемах столицы. И лишь с начала нового тысячелетия поголовье уток вернулось на прежний уровень. Кряква – лидер среди водоплавающих птиц Москвы, и в последние годы зимой в пределах МКАД отмечают около 30 тысяч особей, а то и больше. Регулярная подкормка уток именно кряквам, в первую очередь, позволила добиться наилучших результатов выживания. Но не хлебом единым живы кряквы. При случае промышляют и рыбой, собравшейся по закрайкам, чтобы подышать свежим воздухом. Тут их пернатые рыбаки и ловят. И осенью, и в январе, особенно в оттепель, кряквы могут спариваться не хуже, чем весной. Известны даже случаи откладки яиц зимой. Правда, морозы не позволяют полноценно их насиживать и выводить утят. Но сам факт такого поведения говорит о том, что отдельные пары уток чувствуют себя не просто хорошо, а замечательно, раз находятся силы и энергия на продолжение рода. На втором месте среди гусеобразных Москвы огорь или красная утка.
Этих птиц зимой насчитывают порядка 2000, и с каждым годом эта цифра быстро растет. Огры – это чужеродный организм для Москвы и Московской области. Естественный ареал огря – юг Евразии. Там же обитает и ближайший родственник огря – пеганка. В отличие от огря, пеганки за пределами зоопарка встречаются очень редко. Хотя отдельные особи долетают и до юга столицы, где держатся, например, на Царицынских прудах. Но кольцо на ноге явно указывает на зоопарковское происхождение птицы. Огри уже давно сменили временную регистрацию на прописку, а потому щеголяют по улицам столицы без колец. Раньше и сейчас многие огри возвращаются на зимовку в зоопарк, но все больше птиц остается на открытых участках воды в городе, где без стеснения выпрашивают еду у прохожих, третируя при этом кряков. Но и между собой огри тоже дерутся, не жалея сил. Огри немного крупнее и сильнее кряков, а главное агрессивнее. Поэтому не исключено, что через несколько десятков лет огри не только догонят, но и перегонят кряку по численности. Но, к счастью для аборигенов, не все огри переживают суровые условия зимы. В конечном итоге часть птиц гибнет, и серые вороны, пернатые падальщики берегов водоемов, делают свое неприглядное дело. Но у врановых есть и помощники, а точнее конкуренты в лице чаек. Особенно опасны большие белоголовые чайки. Большие белоголовые чайки – это не видовое имя, а общее название для группы чаек, которых не просто отличить даже специалистам. Большая часть крупных чаек, которых можно встретить зимой в Москве, скорее всего можно отнести к серебристой чайке. Это крупная птица со сварливым характером и зычным голосом. Ноги у серебристой чайки розоватые или бледно-желтые. Хохотунья, в отличие от серебристой чайки, имеет более светлую мантию, но в полевых условиях это не всегда можно определить однозначно, особенно если рядом нет птиц другого вида. Ноги у хохотуньи желтоватые. Холей отличается темной мантией. Наконец, еще более темный верх, почти черный, выделяет среди прочих клушу. Но если бы дело ограничивалось только цветом мантии и ног у взрослых птиц, это было бы еще полбеды. Куда сложнее бывает разобраться в видовой принадлежности молодых птиц, носящих пестрые одежды. Это вот бургомистр. Он еще не надел взрослого платья, но по клюву и размерам его уже можно отличить от других больших белоголовых чаек. Молодые серебристые чайки долго, до 4 лет, носят пестрое оперение. И в этом возрасте отличить близкие виды тоже удел орнитологов. Чуть легче определить в зимних смешанных стаях сизых чаек. Они заметно меньше, чем серебристые, и на клюве нет красной метки. Серые вороны – вот подходящая весовая категория для сизых чаек. Озерные чайки зимой встречаются реже. Еще осенью они линяют, и голова становится светлой. Заметно также темное пятно в области уха. Но ближе к весне озерные чайки снова красуются черными шапочками, легко выделяясь среди сизых и серебристых чаек. Ну вот разве что еще малые чайки тоже носят черный головной убор. Но у них это скорее не просто шапочка, а балаклава.
Кроме того, малых чаек зимой, по крайней мере, в Московской области, пока не отмечали. А вот крупная морская чайка отмечается и на пролете, и на зимовке. В целом чайки – это группа птиц, которая требует отдельного внимания, и пока отложим подробное знакомство с их разнообразием до накопления необходимого материала. Отметим только, что в зимних учетах серебристая чайка занимает почетное 3-е место. В 2021 и 2022 годах число этих птиц в Москве перевалило за 1000, в то время как сизых чаек насчитали примерно в 2 раза меньше. Вернемся, однако, к речным и нырковым уткам, которые пусть и не так многочисленны, как кряква, но тоже регулярно держатся зимой на водоемах столицы. Гоголь. Зимой эту нырковую утку можно без труда наблюдать в Коломенском. Самцы имеют контрастное черно-белое оперение, по которому надежно отличаются от других водоплавающих. У самок гоголей окраска скромнее, голова бурая. Гоголи – птицы-дуплогнездники. Отдельные пары гоголей остаются в Москве и выводят птенцов в просторных дуплах или в больших искусственных домиках в гоголятниках. Также гнездятся в дуплах ближайшие родственники – лутки. Правда, лутки встречаются у нас только зимой. Нередко при этом в компании гоголей. Особенно красив белоснежный самец лутка. У самки и зимой, и летом скромный коричневый головной убор. Как лутки, так и гоголи не зависят от подкормки человека. Они спокойно ныряют и достают со дна различных беспозвоночных. Хотя иногда гоголи и угощаются дармовым хлебом, все же это скорее исключение, чем правило. Крайне редко, обычно на осеннем или весеннем пролете, может задержаться у нас морянка. Морянки, подобно гоголям и луткам, ныряют за пропитанием на дно водоема. По численности сопоставима с гоголем, пожалуй, хохлатая чернить. На зимних учетах встречают обычно порядка 1-2 сотен особей. Самцы, правда, отличаются хохолком на голове и еще белыми боками. А самки в целом бурые, только снизу светлые. Но пока птица находится в воде, это не всегда и заметишь. Ныряет чернить не хуже своих родственников гоголей, лутков и прочих. Все ныряющие утки под водой плотно прижимают крылья к телу, а перемещаются за счет движения лап с широкими перепонками между пальцев. Гораздо реже, чем хохлатая, встречается на зимовке или пролете морская чернить. Самец морской чернити отличается от хохлатой пестрым рисунком на спине. Бурая самка щеголяет широким белым кольцом вокруг клюва. Правда, у хохлатой чернити тоже иногда может быть некоторое просветление у основания клюва. Когда оба вида плавают рядом, можно еще отметить, что морские чернити немного крупнее хохлатых. Но не стоит полагаться на этот признак, потому что разница в размерах не столь велика. Лучше уж обратить внимание на более мощный клюв морских чернитей. Этим клювом, как лопатой, чернити достают со дна моллюсков и глотают их целиком. Впрочем, по проглатыванию такой твердой беспозвоночной добычи первое место среди зимних гостей можно отдать, пожалуй, турпану. Крайне редко отдельные особи держатся на Москве-реке в зимний период. Чаще турпаны встречаются на осеннем пролете, на больших водных территориях вроде Бисеровского рыбхоза или Строгинского затона. Считается, что раки водятся только в чистой воде. Сложно судить, насколько чиста вода в Москве-реке в Коломенском, но именно там
Турпан добыл огромного рака и долго мутузил его в воде. Так что благодаря Турпану мы теперь знаем и где раки зимуют, и то, что не все зимуют успешно. Кто-то отправляется и на стол гурманов-турпанов. Знакомство с утками-водолазами мы продолжим за наблюдением красноголовых нырков. Самцы этих птиц хорошо отличаются по окраске головы. Красноголовые нырки не только зимуют, но и выводят летом потомство у нас. По крайней мере, в Лосином острове встречаются выводки. Зимние встречи красноносых нырков обычно относят к птицам, улетевшим из зоопарка. Однако неспроста уже зимой красноносые нырки держатся парами. Для Московской области известны случаи успешного гнездования красноносых нырков, и на некоторых водоемах наблюдали молодых птиц этого крайне редкого для региона вида. Ну а про белоглазого нырка и говорить нечего, он почти наверняка беглец из зоопарка. А вот откуда появились на водоемах столицы утки-мандаринки, так до сих пор никто и не знает. Зоопарк свою причастность к этому вселенцу исключает. Потому остаются две версии. Либо это мандаринки из питомников, либо из западных популяций. Несколько лет назад мы рассказывали о мандаринках, появившихся в Москве. А теперь можем добавить, что эти птицы начали размножаться, и в 2022 году было задокументировано как минимум 2 успешных случая. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Белощекие казарки, по крайней мере, пока, кажется, к размножению не готовы, хотя и встречаются на некоторых водоемах с завидной регулярностью, в том числе и зимой. Но вернемся к более или менее диким, пернатым обитателям водной стихии. Серая утка. Вот кого действительно непросто отличить от кряквы. Конечно, это не касается самцов. Как и у многих других уток, селезни серых уток отличаются оригинальным оперением и зимой, и летом. А вот самки, за ними нужен глаз да глаз. Вот эта маленькая уточка с аккуратным клювом, плавающая среди крякв, и есть самка серой утки. Сразу и не поймешь, но у самок крякв зеркальце на крыле большое, темное, с фиолетовым отливом при подходящем освещении. А поверху зеркальца еще и белая кайма. У самки серой утки зеркальце тоже темное, но меньше по размерам, без белой каемки, и рядом заметно несколько перьев с бурыми вершинами. Ну и в размерах серая утка немного уступает кряквам. Еще меньше серой утки и тем более кряквы два вида чирков. Чаще на водоемах столицы попадается чирок-свистунок. Селезни чирков всегда определяются безошибочно. У самца чирка-свистунка очень модный бурый шлем с зеленой повязкой на глазах. Самка чирка-свистунка похожа на крякву. Только зеленое зеркальце на крыле помогает в определении. Чирка-трескунка по окраске самца можно было бы назвать чирок-белобровик. А вот зимующая самка-трескунка, кажется, вообще не имеет подходящих отличий. Даже никакого зеркальца на сложном крыле не рассмотришь. Только и остается полагаться на глазомер. Рядом с кряквами чирок-трескунок выглядит как их детеныш-подросток. Заметно меньше кряквы и свиясь. Но коренастое телосложение и темно-бурый окрас позволяет отличить самок свиязи от самок кряквы. Уже зимой эти небольшие, но энергичные утки могут держаться в парах. Рацион у свиязи примерно такой же, как у крякв. А потому в тесных полыньях
несмотря на размеры, важно уметь постоять за себя. Вдвоем, конечно, куда лучше отбиваться от вездесущих крякв, чем в одиночку. В межвидовой борьбе за хлебные сухарики этикету нет места. Селезень кряквы забыл всю свою галантность и задал трепку маленькой забияке. Иди, моя девочка. Так, Гуся, Гутя, уйди лучше от нее. Уйди. Я вам сейчас дам вот туда, вот иди туда. Моя девочка, покормимся, моя птиченька. На. Вот моя, правильно, всех разгоняй. Больших. На. Вот ты моя девочка. Огонь. Отстань от меня. На, моя птичка. Да, как ты храпишь, хорошо. Так, правильно. Вот так вот дай. Задай. Вот молодец. В зимних утиных сборищах порой не сразу и разглядишь самку шилохвости. Вот и тут она совсем затерялась среди кряков. На снегу можно обратить внимание, что у самки шилохвости окраска ног, в отличие от кряквы, почти черная. У кряквы ноги яркого морковного цвета. Ну и по окраске и оперению самца сразу ясно, почему эту утку называют шилохвостью. Получается так, что на открытых водоемах в холодное время года могут встретиться почти все виды уток. Ну вот разве что для широконоски таких наблюдений очень мало. Осенью они обычно улетают, не дожидаясь ледостава. Осенью забирают на зимние квартиры и птиц из питомников, которые вольно плавали на прудах весной и летом. Например, это касается лебедей-шипунов. Хотя летом дикие шипуны гнездятся в Московской области и выводят птенцов, на зиму они мигрируют в южные регионы. На осенних и весенних миграциях встречаются многочисленные стаи гусей. Но отдельные особи могут задержаться до ледостава или вообще остаться зимовать на открытой воде. Одно время довольно регулярно отмечали в Москве гуся-гуменника. Гуменник отличается светлой поперечной полоской на темном клюве. А кроме того, светлой равномерной окраской груди и брюха. У взрослых белолобых гусей на брюхе имеются темные широкие полоски. По ним эти гуси хорошо отличаются в полете. Однако у молодых белолобых гусей брюхо без полосок, как и у гуменников. Поэтому надо все же обращать внимание на окраску клюва и белый лоб, за который гусь и получил свое имя. На водоемах Москвы можно встретить отдельных особей гусей, которые держатся в одном месте порой с завидной регулярностью. Так, например, на прудах Царицына живет гусь, которому местные жители даже дали имя. Гоша пользуется особой популярностью во время подкормки. Колец на ногах у Гордея нет, поэтому откуда он взялся и почему так привык к людям, никто уже не скажет. Хотя наличие или отсутствие колец еще не означает, что птица дикая или наоборот из питомника. Взять, например, этих белощеких казан. Ноги птиц не обременены кольцами, но людей они совершенно не боятся. И вот пара горных гусей в Николо-Угрешском монастыре. Тоже ведь лапы у птиц свободны. Вот почистят перо и махнут куда-нибудь в Коломенское. Сиди потом и гадай, откуда прилетели. Из Азии, исконной родины, или из Европы, где горные гуси успешно интродуцированы в Англии и Нидерландах. Но суровый климат средней полосы России – это, конечно, далеко не Европа. Снежный покров на земле и лед на большинстве водоемов
резко ограничивает расселение случайных, в том числе залетных, чужеродных видов. И только если открытое водное пространство стабильно держится каждую зиму, независимо от погодных условий, можно рассчитывать на расширение видового разнообразия зимующих околоводных птиц. Пример такого места на Москве-реке – парк Коломенское. Именно тут каждую зиму проводят утки-рыболовы. Большой крахаль оснащен длинным клювом с крючком и зазубринами, которые не позволяют ускользнуть добыче. Издали черно-белых самцов можно спутать разве что с гоголями. Но загнутый крючок на конце клюва заметен даже с больших расстояний. Длинный клюв, но без крючка, имеют и другие рыболовы – гагары. На пролете на наших водоемах останавливаются чернозобая и краснозобая гагары. В осеннем пере эти два вида похожи друг на друга, и лучше обращать внимание на форму клюва. У краснозобой гагары клюв кажется немного вздернутым вверх. У чернозобой гагары клюв похож на прямой симметричный кинжал. Из нестандартных зимовщиков на незамерзающих водоемах можно встретить и серую цаплю. Причем у зимующих цапель с полетом полный порядок. Просто среди пернатых тоже есть любители зимней рыбалки. А в воде ногам даже теплее, чем на улице. Плюс 4 градуса по Цельсию, независимо от мороза. Только под самым льдом вода охлаждается до нуля. Впрочем, те, кто нырял в прорубь, прекрасно знают, что если предварительно немного замерзнуть на морозе, то вода и правда кажется теплой. Не боится замерзнуть и зимородок, оставшийся рыбачить на теплой реке. После водных процедур зимородку главное не садиться на металлические прутья. Бывают случаи, что лапы примерзают к железу, и птицы оказываются в западне. Не боится мороза и бурного течения реки и водяной воробей. Это аляпка. Она ныряет под воду не хуже зимородка. Правда, промышляет в основном не рыбой, а беспозвоночными, которых собирает со дна. Аляпка птичка редкая у нас, но бывает, что на водоемах с хорошим течением держится в зимнее время. Тогда можно понаблюдать за бесстрашной птичкой-водолазом. Там, где бегает под водой аляпка, можно встретить зимой и малую поганку. В отряде поганок все охотятся на рыбу, поэтому мясо этих птиц считается невкусным. Малая поганка не исключение. Тоже ловит рыбу и летом, и зимой. Про гнездование малой поганки в Московской области мы уже рассказывали на канале. А о зимних наблюдениях еще обязательно поговорим. Сейчас познакомимся с ее более известным собратом большой поганкой или чомгой. Весной чомги красуются друг перед другом, устраивая брачные танцы, а то и драки. А зимой их окраска куда более скромная. Изредка зимой можно наблюдать и отдельных особей серощеких поганок. Они чем-то похожи и на малых, и на больших одновременно. Красношейные и черношейные поганки зимой – это вообще, наверное, нонсенс. Поэтому мы их пропустим и сразу перейдем к двум черным птицам, которых как только люди не называют. И черными утками, и черными курочками, и черными пастушками. В первую очередь речь идет о лысухе. Это черная водоплавающая птица с белым клювом и белой шишкой на лбу. Большинство лысух осенью собираются в стаи и улетают в теплые страны. Но отдельные птицы, в Москве порой до 2-3 десятков, остаются зимовать. Лысуха относится к семейству пастушковых из отряда журавлеобразных. То есть гусь лысухи не товарищ. А вот камышница очень даже родственник. Камышница или болотная курочка тоже черная птица, только клюв и метка на лбу красные.
Зимой, правда, эти метки не такие яркие. Камышницы остаются зимовать еще реже, чем лысухи. В Москве это единичные особи. С другой стороны, камышницы более скрытные птицы, поэтому, возможно, реже попадаются на глаза наблюдателям. Хотя по скрытности водяной пастушок переплюнет, пожалуй, всех перечисленных сегодня птиц. Большая часть пастушков, конечно, улетает в теплые страны, но на незамерзающих водоемах регулярно зимуют одна, а то и несколько птиц в подходящих биотопах. О зимующем водяном пастушке на канале уже выходили репортажи ранее. Вообще на канале уже опубликовано более 300 видеороликов, поэтому если вас интересует конкретный вид птицы, вопросы по подкормке, как сделать домик для синиц, сов или мухоловок, обязательно пользуйтесь поиском на канале. Каждому видео я стараюсь сделать подробное описание, поэтому, скорее всего, вы найдете то, что нужно. Надеюсь, сегодняшнее видео поможет вам определить птицу, которую вы встретили зимой на воде. Если я кого-то забыл, обязательно пишите в комментариях. Это поможет сделать новые обзоры более полными и насыщенными. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.